Вот обожаю, когда есть классная каталогизация фильмов. Например, там открыл фильм, да, у тебя каталог, и ты сразу видишь, что у тебя там Dolby Vision, Dolby Digital Stereo, да, там ты можешь дорожки выбирать, ты можешь его закидывать в избранное, воспроизводить, видишь сразу там своих любимых актеров и тому подобное. Это Jellyfin, ребят. Это Jellyfin, это очень, это я, кстати, на Android TV показываю вам. Вот он, кстати, это очень крутая мультимедийная платформа. Все знают, что такое Plex. Jellyfin — это бесплатная альтернатива Plex'у, при этом очень мультиплатформенная. То есть вы можете сервер поднять на чем угодно. При том, что он поддерживает даже главные окошки, видите, главное меню Android и Google TV, например, можно в избранное добавлять фильмы. Но давайте мы перейдем с Android TV, мы потом еще к нему вернемся. Смотрите, начнем мы с сайта Jellyfin. Во-первых, подпишемся, нажмем колокольчик. Во-вторых, конечно же, в описании под видео есть ТВ-боксы, проверенные от проверенных продавцов. И, конечно же, для жителей Украины с промокодом Технозон на нашем фирменном сайте. Но все очень, очень просто. У меня развернут сервер сейчас вот просто на ZimaBoard. Это есть такая штука. Это NAS-сервер по типу NAS-сервера. Вот, пожалуйста, ZimaBoard у меня. И там есть Jellyfin. Мы можем открыть и увидеть сервер, который развернут у меня на компьютере. То есть, по факту, здесь есть управление, панель управления системная. И этот Jellyfin сейчас у меня работает дома. Дома в паре 1000 километров, потому что я сейчас нахожусь в командировке и могу просматривать с него свои видеофайлы удаленно, на любом устройстве. Смотрите, в чем фишка. ZimaBoard — это, допустим, NAS на ZimaOS. Он ставится на винду. Смотрите, мы можем сделать Download Now. Можем поставить на винду, на macOS, на Docker, на Linux, на любую платформу вы можете поставить. На Debian Ubuntu, на Generic Linux, на Arch Linux, на Gentoo Linux, на Fedora и CentOS. И везде здесь есть инструкции по установке. То есть моя сейчас цель не показать вам, как устанавливать. Установите сами, разберетесь. Я не знаю, тут надо быть просто-напросто совсем неодаренным человеком для того, чтобы это не установить. А вот теперь его прикол этого Jellyfin — это то, что ты можешь просматривать контент. WebOS, Android TV, Google TV, VidaOS. Любые платформы, которые вы можете придумать. Он мультиплатформенный даже на смартфоне. И при этом находясь хрен знает где. Как вы будете туда закидывать контент, я вам сегодня не советчик, потому что, опять же, YouTube очень сильно лютует, но у меня на ZimaOS стоит, например, Transmission, который отвечает за это все дело, который в папку с мультимедийным контентом для Jellyfin закидывает все остальное. Работает обычно Jellyfin через веб-интерфейс, и, как мы сейчас видим, веб-интерфейс с каким-то там, допустим, портом. У нас есть главное меню, мы можем под виндой смотреть, например, именно в самом браузере. То есть, если мы заходим, мы видим с вами, мы можем выбирать дорожки. Видите, мы можем выбирать дорожки, мы можем выбирать субтитры. И видео у нас он поддерживает. Смотрите, сразу показываю вам тесты. И SDR, проигрывание 4К удаленно. И HDR, тоже вы видите вставочку. А также поддерживает Dolby Vision. Беспроблемно. При том, что он является каталогизатором, мы видим здесь описание, мы видим жанр, мы видим актеров и снимательную и съемочную группу. И если у вас много контента, то он подберет вам подобные к этому. У меня сильно мало контента, для примера вам показываю. Также вы можете здесь редактировать метаданные, редактировать изображения, субтитры, идентифицировать, если он не идентифицирован. Можете разместить его в избранное, пометить как просмотренное. Можете поставить, допустим, воспроизводить начать. Вот, пожалуйста, пошло воспроизведение. Все отлично работает. По воспроизведению нет вопросов. Смотрите дальше. Мы можем выбирать с вами качество. 40 Mbps — это битрейт данного фильма. Можно окно в окне под винду делать. Можно также в настройках режим повторения выбирать, соотношение сторон и информацию про сам по себе фильм. Тут есть разрешение, есть его видеокодек, битрейт и все остальное. Это очень отлично все работает. То есть Jellyfin настолько отлично работает, что я сделал его сейчас вместо Plex основным. При том, что если ваш сервер размещен на платформе, которая поддерживает энкодирование, допустим, AV1 265, то он может аппаратно энкодировать все это дело на лету в более слабое качество. Ну, смотрите, например, если пойти с вами в панель управления,
то у нас здесь есть общее. По языкам, смотрите, ну, я сейчас использую украинский как свой родной язык, да. Теперь в панели управления вы можете перезапустить, сканировать себе медиатеки принудительно. У нас здесь есть, видите, активность, есть пути, которые вы можете сами задать, прописать. Также у нас есть пользователи, и вы можете разделять пользователей. Вот так вот. Включить, допустим, различные медиатеки под разных пользователей. Это, кстати, очень-очень удобно. А вот из медиатек очень интересно. Вы можете добавлять медиатеку, можете метаданные выбирать язык, можете инфо настроить. Вот мы добрались до самого момента перекодирования. Смотрите, мы можем позволить перекодировать в HEVC, можем позволить перекодировать в AV1, и при этом можем выбрать алгоритм тонального отображения, который необходимо использовать. То есть здесь различные есть методы: BT2399, Mobius, Hubble, Reinhardt, Gamma, Linear и Clip. То есть, ну, мы используем BT2390. Также регион тонального отображения. Можно резервные шрифты, и есть очень тонкие настройки. Советую установить и посмотреть, что тут можно настроивать. Теперь дальше. Можем ограничить битрейт трансляции, управлять устройствами, которые... Смотрите, сколько у меня устройств подключено к Jellyfin. Смотрите, Chrome, RTG2, Rocktech, которые мы сейчас видели, LG Smart TV. И, кстати, LG Smart TV, VPOS. Вы сейчас тоже видите вставку, что на LG у меня спокойно есть клиент Jellyfin, который тоже имеет ту же самую медиатеку и точно так же работает. И мало того, у меня подключен Kodi. И вы сейчас тоже видите, как в коде на Jellycon, у меня на плагине Jellycon тоже работает. То есть вы можете установить в коде, вы можете на какой-то мультиплатформенной, ну, это можно использовать для Core Elec, для Libre Elec, вы можете подключать туда Jellyfin и тоже просматривать. Также у меня на Edge Chromium, на Chrome на отдельном, на Lenovo, на Pixel, то есть у меня все мои устройства заведены на Jellyfin. Смотрю без проблем на это. И тоже не все. Тут дело в том, что есть момент работы с телеканалами. То есть вы можете подключить обыкновенные тюнеры, а можете подключить M3U плейлисты. В силу ограничения использования плейлистов, я, конечно же, все скрываю, плейлисты и все остальное. YouTube очень сильно зверствует. Я не буду вам показывать этот функционал, но вы должны знать, что это работает. Плюс здесь есть поддержка DVR. А в плагинах вы можете много чего подключить. Можно OMDB, TMDB подключить, Studio Images, AudioDB. И плюс можно организовать свой собственный DLNA. Для того, чтобы не через Jellyfin, допустим, клиент показывать, а через DLNA сервер. Просто если у вас смарт-телевизор, вы выбираете DLNA и там смотрите как источник. Тоже отлично работает. Есть управление сетью с использованием HTTPS. Вы можете для внешних программ просто-напросто создавать API-ключи, журналы и планировщик. То есть минимум настроек, максимум эффективности. То есть вы можете сейчас, вот давайте я вернусь в Jellyfin, и вы можете установить его на какие-то микроплаты, на мини-ПК, на вот что у нас есть. А ну, лисичка, принеси тут маленький мини-ПКшечку, тут маленькую, крохотную, там она лежит. Вот, смотрите, даже вот на вот такой вот маленький Orange Pi, с обыкновенной USB-шкой вы можете подключить Jellyfin, установить. Это, кстати, на Allwinner H618. И он будет работать. Он будет работать. Вот такие вот маленькие сервера себе можно создавать. Это будет прям шикарно работать. Теперь по возможностям. Можно транслировать на Chromecast. То есть вы можете прям в компе выбрать трансляцию на Chromecast. То есть вы можете транслировать все, что угодно. А также у нас есть сами фильмы, где мы уже можем там с вами, грубо говоря, регулировать и редактировать какие-то параметры, там, дубляжи, различные переводы выбирать и субтитры включать или выключать. Давайте я вам чуть-чуть на Android TV покажу это все дело. Там все немножко проще, ну, именно более привычный для нас момент просмотра. Ну, во-первых, в избранное работает, видите, Jellyfin, полная интеграция. Вот, видите, у нас даже он канал создал Jellyfin в Android TV. То есть вы можете прямо из канала просматривать рекомендации с главной страницы. То есть здесь у нас тоже, видите, есть избранное, просмотренное и просмотреть. Здесь регулировка, допустим, самой дорожки и самого отображения, именно формат отображения субтитров, регулируется в самом плеере. Плеер, смотрите, плеер внутренний, он шикарен, он просто-напросто шикарен. Смотрите, мы нажимаем сюда, мы можем ограничить битрейт. У нас также здесь есть чаптеры, можем переключать. Давайте остановим его, чтобы он не воспроизводился. Вот, на паузу нажмем.
Тут же у нас есть звуковая дорожка. Мы, пожалуйста, можем переключать. И тут же есть субтитры. Мы можем переключать субтитры. То есть все это регулируется именно в таком моменте. Очень удобно. Прям невероятно удобный сам по себе Jellyfin. И, кстати, хочу заметить, что здесь есть Live TV. Есть телегид, есть там записи каналов, расписание. Но мы, опять же, не будем показывать вам, как это работает по кое-каким соображениям политики YouTube. Ну и также вы можете делать мультиаккаунты в Jellyfin тоже для распределенного доступа. Слушайте, ну на самом деле очень классная тема. Я вам ссылочку на Jellyfin закидываю в описании под видео. Закачивайте, устанавливайте и развивайтесь. Ребят, я даю вам направление и даю инструменты. И надеюсь на ваше развитие. А с вами был Бабл и Jellyfin на канале Технозон. Пока.